Всем привет! К нам приехали новые инструменты. Смотрите, вот такой инструмент. Называется он Pentrilo, Италия. Испания, извините. Если я неправильно называю, кто-то знает, да, поправьте меня. Ну, может быть, куда-то не туда ставлю ударение. Вот такой инструмент. Это валик для нанесения шпаклевки на стену. То есть мы же, как правило, шпаклюем стену на шпатель и шпаклюем. Так вот, валик предназначен для того, чтобы обмакнуть его в шпаклевку, нанести на стену и потом то, что мы нанесли, пригладить. Ну, у нас такая идея родилась. Красивый такой валик. Давайте вместе его откроем. Может быть, фактура с него неплохая получится. Вот что подумали. Смотрите, какой. Может быть, фактура получится у нас. Заодно мы вам ее покажем и сами испробуем. Такой, видите? И он такой мягкий. Такой приятный звук. Давайте попробуем нанести мармора. Почему мармора? Потому что эта штукатурка декоративная, тонкослойная, она очень-очень эластичная. Очень похожа на венецианскую, тоненькая. Я предполагаю, для того, чтобы нанести с помощью валика шпаклевку или декоративную штукатурку, как и другие фактурные валики, мы его должны смочить. Если у вас есть рядышком вода, вы можете его обмакнуть и стряхнуть. Но это я так предполагаю. Мы же пробуем сейчас. Вот заодно и посмотрим. Смочили. Мармора. Декоративная штукатурка, торговая марка Эффектум. Ее мы используем. Она у нас уже открытая. Пробуем вместе. Волнуемся. Я предполагаю, что тут должен быть такой красивенький эффект шагрения, который мы в дальнейшем сможем покрыть. Вот смотрите, вот я его макаю вот так. Ну, посмотрим, получится, не получится. Декоративка получается. Смотрите, прикольно, да? Если бы мы сейчас шпаклевали, не наносили бы декор, а шпаклевали, то я предполагаю, что мы бы делали так. Накатывали и дальше шпателем или кельмой просто равняли слои. Вот так. То есть она для накатки. Вот. То есть накатали и шпаклюем. Вот так. У нас это будет сейчас первый слой. Раз уж мы начали, то мы это закончим. Снова обмакнули и накатываем. Это для удобства. То есть один человек, например, накатывает, особенно если большие площади и большая высота, один человек валиком прямо на телескопичку его посадили и накатываем, а второй человек размазывает. Вот. Смысл вот в чем. Один человек накатывает валиком на телескопичке, прямо никуда не поднимаясь, а второй следом раз. Очень хорошо, между прочим. Я могу вам вот что сказать. Для Удмуртии это новинка. И мастера Удмуртии welcome за валиками к нам. Облегчайте свой труд. Облегчайте, конечно. Сколько можно мазать уже шпателями. Вот люди-то, испанцы, придумали для нас, а мы тут в Удмуртии в глубинке сидим, ничего не знаем. Так что welcome за шпателями и за кеймами, и за валиками интересными. Теперь я предполагаю, что мы нанесем с его помощью фактуру. Ну, давайте вот так. И потом ее как-нибудь по-интересному покроем, раз уж мы захотели фактуру нанести. Давайте уж нанесем. То есть вот шуба. То есть мы же до этого что делали? На губочку макали, тамповали, что-то там вытамповывали. А здесь мы накатываем и все. Посмотрим, хвастаться не будем пока. Давайте посмотрим на результат. Вот так. Погуще где-то, где-то пожиже. Подожмется как карта. Да, я думаю, что она подожмется. И будет так неплохо себе, очень даже. И я его специально кручу по-всякому. Лысо? Вот так?
И вот сюда бы я еще добавила вот так. И теперь мы буквально чуть-чуть ждем. Чуть-чуть буквально. Если мы наносим мармора, тонкий такой материал, эластичный, то мы будем ждать немного, минут 10 буквально. Тем более накат у нас здесь очень мелкий, он будет быстро схватываться, а нам его нужно будет подловить, чтобы пригладить, и у нас получилась такая как мелкая-мелкая марокканка, интересная. Ждем минут 10. После того, как подсох, мы с вами разговаривали минут 10, ждем, мы начинаем его приглаживать. Как мы понимаем, что он подсох, он у нас начинает быть матовым. И кельму сразу протираем, то есть чтобы не оставалось на кельме излишков. И приглаживаем. Прямо по направлению рисунка, вот как у вас есть фактура. Очень неплохо получается. Сейчас мы это все пригладим и дадим ему снова высохнуть и посмотрим, что будем делать дальше. Конечно, очень хорошо. Я, наверное, смочу тряпочку. Тряпочкой я протираю кельму, и я ее смочу. Потому что влажной легче убирать вот эти излишки. Кельма должна быть чистая, чтобы она не царапала. Такой достаточно легкий способ, я могу сказать. Мы привезли этот валик как валик для шпаклевки стен, но, судя по всему, он еще и будет у нас декоративным заодно. Сейчас подождем и продолжим. Я думаю, что будет что-то у нас интересное. Приполирую чуть-чуть, чтобы не было всяких там ошметков и чтобы не нужно было шкурить. Кстати, Удмуртия до сих пор шкурит. Удмуртия, привет, переставайте шкурить. Мы нанесли белый мармор с помощью валика для шпаклевки. И сейчас мы будем наносить на него кристалл колерованный в качестве лазури. У него такой приятный перламутровый отлив будет. Он со стеклосферой, и там прям переливаются стеклярус. IP 6-1 цвет. Наносим с помощью губки. Губку сначала смочили в воде. Выжали хорошенько, чтобы она лишнего материала в себя не брала. И просто вот так вот в круговую покрываем, втираем вглубь. Смотрите, как прикольно, да? Опа, прям сама себя не похвалишь, так никто не похвалит. Кристалл. Очень красивый перламутровый отлив у него. Кристалл — это самостоятельная штукатурка декоративная, но мы иногда ее используем вот в качестве финишного. И втираем туда вглубь. Просто губкой покрываем и растираем края, чтобы не оставались перехлесты. Что такое вот переходы, перехлесты? Это вот такие полосы. Чтобы вот таких вот не оставалось, вот мы в круговую ее растираем. Штукатурку декоративную кристалл. Мелкая-мелкая темповка получилась и очень быстро, то есть не нужно ничего там на губку макать. Так, напомню, вот мы его уже помыли. Pentrilo, производитель Испания. Семейный бизнес, они производят инструменты для малярных и декоративных работ, кисти, шпателя, валики. Вот такая прикольная вещь, которая предназначена для шпаклевки. Накатали на стену и просто шпателем раскатываем. Такой хороший слой. А еще для декоративных работ мы определили, что можно сделать вот так, темповочку, без всяких губок и кельм. То есть вот так вот делать не надо. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А еще будет не лишним, если вы будете делиться
в своих социальных сетях нашими видео, чтобы нас видели больше людей. Если вам нравится, поделитесь, мы будем очень счастливы. Пока!